Друзья, всем привет! Для начала маленький дисклеймер. Расследование этого инцидента все еще продолжается, поэтому это все будет нашими предположениями и рассуждениями. И сегодня мы говорим о случае, который произошел буквально вчера, 13 июня 2026 года. Бразилия, штат Сан-Паулу. Экстремальный прыжок, после которого видео разлетается в соцсетях. И вопрос, который мы сегодня будем обсуждать, касается не только того, как такое вообще возможно, а гораздо глубже мы будем обсуждать. То есть рассмотрим все слоя этой истории, и каждый из которых, как мне кажется, будет важен. Итак, разберем, что произошло. 21-летняя Мария Эдуарда Родригес де Фрейтес из города Жандира, что в пригороде Сан-Паулу, приехала в Лимейру на роум-джампинг. Это такой вид спорта экстремального, где человека привязывают длинной альпинистской веревки и бросают вниз с высоты. Веревка работает в этом случае не как резиновый бандаж-шнур, а как маятник. То есть ты сначала летишь вертикально вниз, а потом тебя раскачивает в стороны. И ощущение свободного падения длится намного дольше в этом случае, чем в обычном банджи-джампинге. И именно за это обычно люди и платят, особенно молодежь. Мария Эдуарда была студенткой факультета физической культуры и спортивного менеджмента. У нее, кстати говоря, было больше 6000 подписчиков в Инстаграме. И она регулярно делилась своими видеозаписями и вообще записями о своих тренировках и активном отдыхе. За несколько минут до этого прыжка она вылаживает сторис с места событий и выглядит абсолютно счастливой. Также рядом с ней находится ее жених и разделяет ее радость. Девушка подходит к платформе, двое сотрудников компании подхватывают ее на руки, и я вам хочу сказать, что это стандартная процедура при таких прыжках, когда два человека готовят одного к броску. Они подносят девушку к краю и бросают, все должно происходить штатно. Но в этот момент выясняется, что веревка осталась на мосту, на земле. На видео, которое разошлось по соцсетям, отчетливо слышно, как люди вокруг начинают кричать этим двум «Генте корды», ну показывают, что веревка осталась. Алло. Но было уже поздно. Мария Эдуарда упала приблизительно с высоты 40 метров. И спасатели приехали быстро, но помочь, к сожалению, ей уже не смогли. Ее жениху стало плохо на месте, и его срочно госпитализировали, ему оказывается психологическая помощь сейчас. После произошедшего часть сотрудников компании попыталась скрыться, и двоих нашли сразу же в лесу с помощью вертолета. А всего задержали около 6 человек, 5 мужчин и 1 женщина. Эти люди связаны с двумя компаниями, и на сейчас ни одна из этих компаний не выпустила никакого официального вообще какого-то объяснения о произошедшем. Трое задержанных были отпущены сразу же после допроса, еще двоих оставили под стражей. Им предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности с косвенным умыслом. Это важное, кстати говоря, юридическое различие, потому что косвенный умысел означает, что человек на самом деле не хотел причинить вред, но совершил действие, при котором понимал или должен был понимать, что такой результат может быть возможен. Полиция попросила двух сотрудников, которые непосредственно готовили Марию Эдуарду к прыжку, объяснить, что же на самом деле происходило в тот момент. И так как я почитал некоторые СМИ, оба из них ответили приблизительно одинаково. Они не помнят, кто должен был пристегнуть веревку. И была ли проверка вообще, почему никто не остановил процедуру. Но представляете, вот так вот. Адвокат троих задержанных заявил в прессе, что роум-джампинг в Бразилии не регулируется, но и не запрещен. По его словам, в тот день на мосту прыгало около 100 человек, и до Марии Эдуарды все шло штатно. И вот здесь начинается у нас вторая оболочка этой истории. Место, где все произошло, называется Понте до Эскелето, мост скелетов. Он соединяет города Лимейра и Кордейрополис в штате Сан-Паулу. Около 30 лет назад мост перестал использоваться, старая железная дорога была заброшена, но со временем туристы и любители острых ощущений его нашли. Сюда стали ездить велосипедисты, бегуны, потом и роуп-джамперы подтянулись. И, казалось бы, классическая история. Заброшенный объект приобретает новую жизнь, люди приезжают, фотографируются, прыгают. И кто в этом случае за все это отвечает? Здесь самая настоящая открывается административная головоломка. Уже после случившегося мэрия Лимейры опубликовывают официальное заявление о том, что они подадут в суд на федеральное правительство.
По версии города, мост находится в федеральной юрисдикции, а это значит, что именно федеральные ведомства обязаны были обеспечить надзор, техническое обслуживание и контроль доступа. Мэр прямо сказал, с 2025 года город отправлял официальные письма с требованием принять меры на мосту, закрыть доступ, установить предупреждающие знаки. Но никаких конкретных действий в итоге предпринято не было. И получается картина, которую вы уже где-то видели. Объект находится в зоне ответственности одного ведомства, проблемы на нем замечают другое, оба переписываются, а люди тем временем прыгают, все занимаются там чем хотят. Давайте теперь разберемся с самим спортом, потому что это напрямую влияет на то, насколько критично была допущена ошибка. Ромджампинг придумал американец Дэн Осман. Это было в 1990-х годах. Он был скалолазом и хотел испытать ощущение свободного падения, но ощущение это должно было быть по его задумке контролируемым. Идея у него была очень простая, веревка привязана к якорной системе наверху, а человек пристегнут к этой веревке. Прыгаешь, летишь вниз, затем маятником уходишь в сторону. Растяжки нет, все как банджи. И веревка при этом статическая. Именно поэтому ощущение падения длится дольше. Но в ноябре 1998 года он погибает в результате обрыва якорной системы на прыжке с монолита Йосемити. И это был первый громкий случай в истории этого, если можно так сказать, вида спорта. С тех пор ромджампинг распространяется по всему миру. И уже в 2017 году в Бразилии был установлен мировой рекорд, когда 200 человек плюс одновременно прыгнули с одного моста, привязанные к веревкам. Бразилия вообще, надо сказать, считается одним из крупнейших рынков этого развлечения. Но что принципиально важно здесь, это высококлассная дисциплина, где каждый элемент требует контроля, требует проверки. То есть одна неправильная затянутая муфта, один непристегнутый карабин, и все, физика начинает работать против человека. Потому что гравитация, она же не спрашивает, была ли это ошибка или нет. И профессиональные операторы роуп-джампинга, они обычно работают по системе двойной верификации. Ну, так вот у них устроено. То есть каждый пункт снаряжения проверяет один сотрудник, потом проверяет другой. И это не перестраховка, а такой себе минимальный стандарт безопасности, который уже выработался в этой отрасли. И у нас теперь главный вопрос, да, кто несет ответственность и что же будет со всем этим дальше. Сейчас по факту есть 6 задержанных, ведется уголовное расследование, есть иск мэрии против федерального правительства, а также есть две компании, которые молчат. И юридически этот случай поднимает очень много вопросов, очень много одновременно. И первый из них это уголовная ответственность конкретных людей, которые подготовили этот несчастный прыжок без страховки. Второй это ответственность компаний, которые организовали это все мероприятие на объекте и организовали без разрешения и какого-то регулирования. И третий это уже непосредственно ответственность государства, которое знало о проблеме на мосту, получало письма от города и ничего совершенно не предпринимала в итоге. Адвокат всех задержанных прав в одном, что в Бразилии роуп-джампинг законодательно не урегулирован и нет какого-то там обязательного лицензирования, нет стандартов безопасности, нет требования никакого к подготовке персонала. И надо ради справедливости отметить, что Бразилия в этом смысле не одна такая. Большинство стран мира не имеют специального законодательства для этого вида деятельности. И именно поэтому обычно вся ответственность за безопасность ложится именно на самих операторов. И здесь стоит задуматься, когда мы выбираем экстремальный аттракцион. Мы подписываем бумагу о рисках, и это снимает юридическую ответственность организаторов за очень и очень многое в этом случае. Но есть один риск, который не входит в список допустимый вообще ни в каком документе подписываемом. То есть то, что тебя могут просто-напросто забыть пристегнуть веревкой, как в данном случае. Мария Эдуарда, по всей видимости, она же сделала все правильно, как мы видим. Она пришла к профессиональным операторам, оплатила прыжок, прошла через всю процедуру, доверилась людям, которые занимались этим вообще не первый раз, много раз. Единственное, что она не могла проверить сама, это то, что пристегнули ее или нет. И мне всегда интересно, что остается вот после таких вот печальных историй. Не в смысле судебных приговоров, это понятное дело, что все это будет.
а в смысле того, что меняется вот у людей в головах. То есть мы живем в мире, где экстремальный туризм растет быстрее любой другой отрасли путешествий. Возьмите даже мои выпуски про Эверест. То есть люди хотят ощущений, и это понятно. И большинство операторов работают, тоже надо признать, честно и аккуратно. Но регуляция этой сферы повсюду идет с огромным опозданием. И лицензии, проверки, двойная верификация снаряжения, все это существует уже на самом деле в лучших компаниях как внутренняя культура, а не как требование закона. И вот вопрос, который я хочу вам сегодня оставить, и он абсолютно такой неочевидный. Когда вы доверяете безопасность другому человеку в экстремальной ситуации, например, там, инструктору, пилоту, врачу или организатору вот такого вот прыжка, на чем все это доверие для вас строится? На сертификате, на репутации компании, на том, что все выглядит профессионально или на чем-то другом? Напишите об этом честно в комментариях. Мне правда интересно ваше мнение, что вы об этом думаете. Всего вам самого доброго. Берегите обязательно себя. До следующих выпусков и пока.